Бонжур, дорожаньки, с вами как всегда Янка Алка, как всегда светло-синее настроение и на обзоре сидр из Нормандии Кокурель. Кок, петух по-французски, неофициальный символ Франции. Надеюсь, после дегустации у меня не отрастет ни гребень, ни хвост, ни крылья. Погнали! Итак, тему с петухами также разгонять не буду. Она большая, обширная, интересная, многовековая, связана с галлами, Римской империей, даже Наполеоном. Гуглите. Я за столом, чтобы сделать субъективный обзор и рассказать о напитке, который на нем стоит. И видео, с которым, к сожалению, набирают мало просмотров. В целом, сидр, на мой взгляд, чуть недооценен белорусами, тем более, что у нас выпускаются вполне приличные и достойные экземпляры, причем за недорого. К делу. Имеем сидр от французской компании Кукарель, регион Нормандия, разлит 24.04.2023, срок годности 3 года. Сидр от данной компании я не пил, но пил их кальвадос. ВСУ-пишку хотел взять даже на обзор, но пока думал, его раскупили. А вот ВС купил дважды. Вне обзоров, она, кстати, до сих пор есть в магазинах Минска и больше 4 баллов. Из-за спиртозности и резкости я бы ей не дал. Но сегодня не о дистиллятах, а о сидре. Имеем уже стандартную винную бутылку, мюзле и пробку из корки. Дизайн на 100% мне нравится. Минимализм, логотип в виде полупетуха, получеловека, полурак, скажем так. И из минусов бутылка светлая, прозрачная. Я бы хотел, чтобы она была из коричневого стекла. Хотя, возможно, сделано специально из такого, из прозрачного, так как цвет. Посмотрите, этот коричнево-оранжевый цвет. Возможно, чтобы подчеркнуть натуральный цвет, такое стекло и было выбрано. Импортер. Сервис BitSnap. Непонятно написано, шрифт выбран не очень хорошо. В составе у нас сок яблочный натурально сброженный, антиокислитель Е220 и Е300. Не пугаемся, это стандартный диоксид серы и аскорбинка. На контр-этикетке также указана оптимальная температура подачи 7-9 градусов. Что мне кажется сильно холодным, дегустировать такое точно нельзя. Я, как всегда, делаю обзор на напиток комнатной температуры. Итак, открываем, наливаем. Дымок. Пойдет дымок или не пойдет? Да, есть дымок. Все красиво. Все как мы любим. Кстати, как наливать сидр? Многие говорят, что как пиво. Ох, какой красивый цвет. А многие говорят просто. Вот этот вот бокал, не знаю, не раскрывался у меня еще раз. Возможно, французский, что я много поналивал. Итак, цвет и карбон. Карбон средний, красиво, все красиво поднимается. Яркий оранжевый, с золотистым оттенком цвет. В бутылке он не так красиво смотрится. Карбон насытил яркостью этот сидр. Сейчас он очень красив. Есть, как видим, и пенка. Карбон средний для сидра, очень красивый. Цвет очень красивый. Сейчас я вам все, как всегда, покажу. Красиво среднедисперсная пенная шапочка, даже такая, ну, для сидра очень хорошая. Итак, нос. Свежий, чуть пряный, гнильца есть. Отсюда. Да, гнильца в хорошем смысле этого слова. Полежавшие такие яблочки. Интенсивный аромат. Сейчас немножко с ним поиграемся. Что он даст нам на втором? Раскроется ли? Приятный нос.
прям тот, который должен быть у француза. Даже таким с испанским чуть-чуть уклоном в гнильцу. Ничего сладкого нету. Да, полежавшие яблочки, корочка приятный. Аромат интенсивный, очень интенсивный. Я боюсь, чтобы вкус слабенький не оказался. Что, пробуем? Полнотелый, не водянистый. Как многие французы, данный экземпляр не такой уж и брют. Довольно сладкий. Мы, возвращенные на полусладком советском, это одобряем. Ну, вообще, я бы не называл это блюдом, но приятно, очень приятно. Забаланшенный. Для меня чуть сладковатый. Насыщенный, но чуть сладковатый. На послевкусие идут. Такое ощущение, как будто он выдержан в бочке. Чуть-чуть горчинки, танины, как будто не выдержано. Но бутылки вроде как ничего нет, но такое ощущение, что он бочку видел. Немножко, но, возможно, видел. Да, мне чрезмерно сладкий он для меня. Хотя сахара здесь 24, по-моему, грамма. Но это француз. Пишут 24, по факту ощущается как 40. Блин, хорош. Хорош, очень хорош. Обычно вот те же белорусские сидры чем-то хочется закусить. Этот нет. Этот полноценный, не требует никакой закуски, заедки, запивки. Абсолютно полноценный. Я бы никакой food pairing с ним бы не мутил. Потому что он очень насыщенный, полнотелый, кисло-сладкий, горькое послевкусие, горьковатое, тонинное. Кислотность очень хорошая, но немножко бы сладости убрать, и тогда бы это было реально брют. А так как бы блюдом не особо это брют. С другой стороны, большинству из наших широт, там Беларусь, Украина, Россия, это понравится, потому что мы все-таки привыкли более к сладким, нежели кисло-горьким сидрам. Да что, пьем и пьем, вкусно и вкусно, очень, очень хорошо. Единственное, что я убрал бы отсюда сахар. По стоимости. Стоит он недешево. Один из самых дорогих сидров в Беларуси из магазинов, из масс-маркета. Там 28-30 рублей, порядка $9. Стоит ли он того? Я думаю, что да. Если вы любите совсем сухие сидры, это не ваш вариант. Если вы любите чуть сластинки, сладковато, не прям сладко-сладко, но сладковато на мой вкус, то это выбор ваш. Это выбор ваш, попробуйте. Это можно и с девушкой выпить. Это можно и на Новый год, это можно и на праздник, кому надоело листое вино. Это прикольно, это классно. По баллам. Баллов, наверное, 8 я поставлю за счет цены. Была бы поменьше цена, было бы 9. Но по факту, сладковатый для блюда с поправкой на Францию, дороговат. Дороговат, на мой взгляд, цена ему, если был бы 15, вот, 2 раза дешевле, это было бы вообще топ. А так, конечно, почти $10 для него, не привыкли мы столько платить за сидры, давайте скажем так. В общем, рекомендую петушиный сидр, так называемый Кукурель. Рекомендую, в отличие от кальвадоса вески, он интересный. На этом обзор закончен. Всем пока. Прожимайте лайкосы, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу. С вами был, как всегда, Ян Калка. До новых обзоров. Бай-бай.